Добрый день. Я рад снова вас приветствовать на нашей YouTube-группе TulaDev. Меня зовут Павел Суханов, я являюсь техническим директором компании Codemaster International и Тульского филиала. И мы сегодня заслушаем доклад Сергея Алмазова. Про новый язык программирования для нас. На самом деле он достаточно древний и старый, судя по его возрасту 15 лет. Но тем не менее для нас он новый и много непонятного, зачем, что и почему он в нем таится. И как обычно, по окончанию доклада у нас розыгрыш от наших спонсоров. Это Pluralsight, розыгрыш месячная подписка и компоненты от компании Минский. Прошу любить и жаловать. Сергей Алмазов. Здравствуйте, да, как уже объявил Паша, меня зовут Сергей, и я хочу сказать, что я новый человек в городе, и всего здесь где-то полгода. Так что это мой первый опыт выступления на юзер-группах. Вот, если будут какие-то косяки, особо внимание обращайте. Вот, хотел бы поинтересоваться вами, из каких компаний пришли, чем занимаетесь и на каких платформах программируете. Да. Ну, я новый человек здесь, хотел сразу сказать себе. Я представляю инвестиционный фонд, вот, и мы сейчас начинаем один стартап. Вот. Мы имеем опыт создания одного стартапа, который я могу рассказать, грубо говоря, называется Mobile, у нас есть в студии. Там мы начинали на PHP, MySQL. Сейчас там порядка 17 тысяч пользователей активных уже есть. И потихонечку переползаем на Python, Django. Где-то 60% кода мы принесли. Поэтому нас интересуют все новые языки, все новые начинания. Вот, и все это интересно. Ясно. И такой вопрос. А с чем был связан выбор именно Python для разработки? Python, ну, выбор был, скажем так, такой непростой. То есть был определенно большой анализ по нагрузкам, по частоте кода, по скорости написания. Вот. Ну и немалую роль, наверное, сыграло то, что просто можно подвернуть определенные люди, да, которые имели определенный опыт, да, и сейчас мы уже точно уверены в том, что это абсолютно правильно, и мы видим результат, то есть мы видим то, что у нас мы делаем меньше ошибок, то есть мы тратим меньше времени, и у нас в принципе в целом все даже интересно складывается. По сравнению с PHP, да, наверное? По сравнению с PHP, да. То есть там пробовали PHP разные нагрузки, разные там решения, там ПДО использовать там, и так далее, но все равно это приводит либо к избыточному коду, либо к высоким нагрузкам и очень тяжело. Понятно. Ладно, хорошо, кто еще, может быть, расскажет? Алексей, компания Инфотек, программист и начинающий ASP.NET программист. Ясно. А почему ASP.NET? Появились заказчики, которые хотят создавать приложение с этого ASP.NET, поэтому стали следующий свой изучить. Ясно, хорошо. Так, может еще кто-то что-то скажет? Я Игорь Ковский из компании «Смартек». Пишем на пятом масштабе, в скрипте. Ну, иногда тоже используем Ruby. Ясно. Я когда сюда приехал, смотрел крупную компанию, вот как раз вот про всех слышал, кто откуда пришел. Ладно, тогда я перейду к следующему слайду и расскажу немного о себе и чем занимался в прошлом. Я жил в закрытом городе Саров и с нашим университетом очень тесно сотрудничала компания Intel. Поэтому участвовали в конкурсах по графике. И стоит сказать, что Саров – это закрытый город, занимался на протяжении 50 лет разработкой ядерного оружия. И мне повезло поучаствовать на стажировке в разработке систем сбора статистики. Также я участник интеловской летней школы Intel, в 2010 году. Занимался обработкой графики, постпроцессинг эффекты. Вот этим я занимался.
Наверное, вам будет интересно посмотреть, вот буквально пару слайдов про мой город. Там всего 90 тысяч человек. И Это же закрытый город. закрытый город, да, но фотографии все равно доступны, почему бы не сказать. Ну, кстати, Серафим Саровский был оттуда, если кто верующий, кто-то что-то знает, так что можно сказать, это как раз те самые места. Ну вот, это первая атомная бомба Советского Союза, которую изобрели наши ученые. Вот, она находится в музее. Музей ядерного оружия, буквально в центре города. Ну, можете наблюдать, что это такое. А потом было разработано еще несколько моделей, и вот это была самая мощная, так называемая Кузькина мать Никиты Хрущева. Все тоже про нее слышали, и это действительно 100-мегатонная здоровая штука, которая хорошенько потрясла наш мир в 1961 году, если не ошибаюсь. Ну и сегодня у нас доклад по Ruby. Ruby для меня, для самого новый язык программирования. Я очень давно хотел его изучить по ряду причин, о которых расскажу позднее. Вот, что это такое? Ruby у нас алюминий 2, вот 3. Но сегодня будет другой Ruby, язык программирования. Он не такой страшный, как вы думаете. И то, что видите на экране, это чисто из такого интереса сделано. Это что, это Ruby? Да, это Ruby. Это компилируется? Да, компилируется, работает. Ну вот, не такой страшный. Начнем. В общем, автор языка Ruby у нас был Кихиро Мацумото, ну и есть в данный момент. Ему не нравился Perl, и он хотел сделать свой язык объектно-ориентированный, более гибкий, более понятный. Можете увидеть эту цитату. Итак, Ruby, что он из себя представляет? Он скриптовый, во-первых, динамический, объектно-ориентированный, рефлективный и так далее. Ну, то есть, что это означает? То, что, во-первых, он интерпретируется, и можно на нем писать различные сценарии для каких-то своих повседневных задач. Также он был задуман изначально как динамический, ну и все то, что вы здесь видите. Можно вопрос? Да, конечно. Чем отличается скрипт от интерпретирования? Скрипт? Почему? Ну да, что такое интерпретирование, что такое скрипт? Ну смотри, интерпретируемый, что означает? То, что у нас программа выполняется рантайм, строка за строкой, да? У нас она не представляет собой набор двоичного кода, да, который выполняется приложением, а вызывается интерпретатор, потом он начинает обрабатывать приложение строчку за строчку и выполнять все постепенно. А там есть как-то байт-код промежуточный, как на Яве? Нет, такого нет. Нет, то есть как JavaScript работает. Не, ну можно сделать, точнее взять реализацию JRuby на виртуальной машине JV, но использовать, соответственно, как и Java. То есть там на выходе будет готовый JavaScript код. Установка Ruby очень простая. Если уже у вас есть в системе, то можно посмотреть простой командой. То есть это для Mac, соответственно, для Linux и для Windows. Для Windows была придумана простая установка, буквально в пару кликов, в результате чего будет установлен системный полный комплект. Для OS X я для себя взял вот такой простой алгоритм, потому что если делать что-то в другом порядке, то оно просто не заработает. Для Linux работает вот такая строка. А что такое GCC? Или что там было? GCC – это компилятор. C-шный компилятор, который позволяет скомпилить библиотеки и запустить это все. Ну вот, как видите, установка очень простая, и, пожалуй, начнем. Ruby – объектно-ориентированный язык программирования, и в качестве демонстрации я привел маленький такой пример, который выводит на экран Hello Tula. То есть мы 3 раза выводим вот тот текст, который находится у нас в блоке. Блоком является код, который находится между do и end, соответственно. То есть здесь уже можно видеть простоту языка, и можно посмотреть, как это. Ну, то есть вы люди, кто первый раз столкнулся, ну, можете легко разобраться, что это такое. Что такое times? Что такое 3? 3 раза? Да, 3 раза. То есть Капиталайз. 3 раза выполнить вот этот Да. дуяние? Times – это метод. А капиталайз это последний. С большой буквы делает. То upper. Ну, to-upper, да, фактически делается. Итак, у нас все есть объект. Здесь тоже пример. Выводим имя, разбиваем его и, соответственно,
делаем туапер, как всем известно. Сейчас не спеши. А есть Как объект в просто- привычном понимании? А? Что есть объект? В привычном понимании не понял, что такое объект, если честно. Объект, ладно, хорошо, расскажу. То есть обычно у нас как в таких языках, как C++, C#, нам нужно задавать явные там переменные, ну тип точнее нам нужно задавать, там инты, там string, да, к примеру. То есть здесь мы ничего не задаем. Мы просто приравниваем к переменным, и вот full, например, вот, да, вот у нас вот full. Почему? Вот full, да, это у нас объект. Вот это у нас тоже объект. Вот names и full, это два объекта. В рантайме как узнать его тип? Можно? Что? Как узнать в рантайме его тип? Вот тип. Ну, есть такой там, да? То есть, Да, функции есть, можно посмотреть без проблем. а, Но я не ставил целью привести там все функции, которые есть в понятно. документации. А вот что значит восклицательный знак вопроса? Ну, это просто метод, который... А, метод с восклицательным знаком? Да, все верно. Так, перейдем далее. Простой гибкий синтаксис. То есть здесь я привожу пример. Переменные, это локальные, соответственно, глобальные переменные. Вот инстанс у нас есть. Так же, как и в других языках, есть обработка исключений, можно использовать функции и все остальное, все, что есть в других языках. То есть в данном случае вот prot это тоже у нас является объектом, сам это тоже объект, nam's это объект, но это вот массив, да, то есть объект типа массив. А он типизированный язык? Вот если ты в NAMS вот возьмешь 1, 2, 3 и там сравнишь. Нет, он не типизированный. Ты можешь там все, что хочешь хранить. Хоть объекты, хоть какие можешь хранить. Чем отличается инстанс var от local var? Для класса, что ли, инстанс var? Да. Инстанс он для класса используется. А local это у нас локальная перемена, которая в данном блоке находится тут, и из него не выходит. А инстанс var? Ну, например, смотри, вот local у нас находится в цикле, да, то есть ты цикл объявляешь, и у тебя в этом local находится. А в классе ты используешь инстанс. Ну, скажем, геттера, сеттера, чтобы задавать. Использовать внутри класса. А local внутри блока. Ну да. Private field, да? Private Ну, field. ты просто стараешься это как-то в понятиях C#, да? То есть это инстанс var есть внутри класса только, да? Да. Вот local var у нас, соответственно. Как local var, то есть там есть... Ну, это как статические переменные глобальные есть у тебя, допустим. И ты используешь из любой части своего приложения. Они находятся в каком-то классе или как? Вот в C#, например, нет статических переменных глобальных. Ну, а здесь есть, как видишь. Вот так, есть, соответственно, строковая интерполяция, что это такое? Ну, это всем известно, вот, например, просто подстановка. То есть мы берем значение вот отсюда, ну, сюда подставляем. Вот так. Дальше. Основа Ruby. Ну, я, как уже сказал, я не собирался там ставить себе цель рассказать про всю библиотеку, там, про все функции, но какие-то базовые вещи решил показать. Вот здесь у нас, опять напомню, что вот реверс это метод, вызов метода. То есть скобочки там не нужны или еще что-то. Это вот такой синтаксис здесь. Вызывается он через точку. То есть ставим точку и вызываем метод для данного объекта. И потом получаем результат, соответственно. Такой вопрос. То есть правильный ты написал метод или неправильно, это потом будет выяснено на этапе исполнения, правильно? Да, разумеется, он интерпретируемый язык, потому что. То есть, ну нет, нельзя там, скажем, можно поставить какие-нибудь RubyMine, например, IDE-шку JetBrains и посмотреть, там, проанализировать там статическим анализом, да, что типа там нормально, что нет. А ошибки подсветить. То есть это уже на IDE ложится. Но у тебя, насколько я понимаю, переменные может быть различного типа. Там нету типов. Ну, скажем, там переменные, да, есть различного типа и могут появляться ошибки, да, если там, допустим, не привели там к нужному типу. Если мы там, допустим, строку умножаем на какой-нибудь объект, у нас выводится exception. То есть такие вещи нужно предусматривать. А отдельно лайфик надо? Ну, вообще да. А можно назад на слайд? Да, конечно. То есть все функции, они как синтаксис идет через фигурные скобки, как C, да? Ну, не только. То есть вот я смотрю, есть фигурные скобки, есть begin, Да, это вот чисто для примера. Здесь можно вот написать do, а можно взять фигурные скобки. То есть вы можете выбирать как хотите. И begin то же самое, да? Да, совершенно верно. Причем вот фигурные скобки, они скорее подойдут прогерам с прошлым на C, на Sharp. Да. То есть больше на Pascal подходит. Ну, вообще да. А то есть вообще никак не влияет на... Нет, абсолютно никак.
то есть это Просто удобство написания. да, вот, просто разработчик вот, языка Юкихира Не вот смотрит. возникает потом проблем с читабельностью кода. То есть один разработчик пишет там дуэт везде, второй скобки ставит, а третий делает и то, и другое. Но я думаю, это в самой компании решают, там, каким стилем программировать. Есть набор документов, где свод правил, как Просто в писать. питоне там табуляцией все решается. То есть весь синтаксис сделан. То есть функция через таб внутри это является частью функции. И то есть, там вообще нет ни скобок, ни q. Я знаю, но у меня вот с питоном был отрицательный опыт много работы. То есть я сделал там свой модуль, но с этими с отступами я там замучился. Из-за того, что не было нормальной IDE, и потом он мне ошибку подсвечивал совершенно в другом месте. А нужно было смотреть где-то порядка на 100 строк от выше, где там какая-то за место 4 пробелов нужно было табуляцию поставить. Вот так. Ну, решил этот вопрос, поэтому... Сейчас, Сергей, можно еще вопрос? Конечно. Знак называется вертикальная линия, да? Вот СВ, это ты вставляешь в меню, то есть nums массив, да, ты туда вставляешь. Что это? Объясню. То есть конструкция, что она делает? Она здесь считает сумму всех значений, которые находятся в массиве. А в S хранится результат, а в V фактически у нас идет как вот перебор. То есть текущее значение хранится в V и приравнивается к S, ну точнее вот, прибавляется к S. То есть при первом проходе значение это чему равно единице? При первом значении равно, так, оно Первый равно, проход. первый проход, да, единица, потом идет тройки, потом уже шестерки и всем остальным. То есть у нас постепенно он приравнивается туда. Но чтобы было более понятно, это все равно, что плюс равно, да, вот в привычном понимании. То есть S у нас будет в итоге там 15. Все равно непонятно. V в первом проходе чему будет равно? V? Единица, да. И чему S равняется единице? То есть что является указателем текущего элемента? Не указателем, а значением текущего. Текущий элемент это V, А S. а S это результирующий элемент. То есть S будет передаваться как результат выполнения функции V. Это откуда это вообще? Это в самих языках вот это откуда Да. взялось? Почему Да. это так? Ну, потому что так, да, потому что так было задумано. То есть это надо просто понять. А что-то еще есть там? То есть второй параметр обязательно итерация, а первый параметр значение или нет? S это результирующий. Первый параметр результирующий, а V Второй это итерация. да, итерация. А там дальше есть там третий, четвертый. Ну, при желании, да. Так, ладно. Показал, значит, обработку исключений. Далее перейдем. Еще вопрос. М? Что там со стеком? Могу я сделать функцию, у которой рекурсии огромные? Как-то будет интерпретатор мне там оптимизировать, то есть убирать функцию в конце там? Ну, то есть как или у меня все упадет. Но если я сделаю там вложенность рекурсивную функцию с 10 тысяч может быть вложенности, как бы стек упадет, да? Как Ну, там наверное, memory параметр overflow или что-то в таком духе. То есть это То есть- на твои плечи ложится, да. Разработчик или на плечи дает. То есть как там работать с памятью вообще идет? Но динамическую отдельную память. Ну там сборка мусора, все такое есть. Вот, соответственно, про методы я рассказал. Так, здесь покажу, как создать простой метод на Ruby. Можно сдавать скобки, можно не сдавать. Вот name у нас является параметром. Тоже, как, наверное, же разработчики с Python сталкивались. Лишних скобок можно написать при желании. Но если кому-то хочется, пишите. То есть это все очень просто. Пуц выводит на экран. Так, перейдем дальше. Да, можно еще так сделать. Можно значение по умолчанию приравнять и просто вызывать функции данного объекта. А это что-то добавление методов в класс. Скажем, представьте то, что у вас есть вот некий объект, и к любому объекту вы можете прикрепить абсолютно любую функцию, которую пожелаете. Свойства. То есть это Как в JavaScript, да? Да, фактически. То есть тут, как это называется, прототипирование, да? Ну, скорее да. То есть Есть наследование или оно делается через прототипирование? Как оно JavaScript? через смешивание делается. Ну, у тебя будет, да, про это что? Посмотрим. Я уже не помню. Может, еще будет. Так. То есть, если у нас нет значения по умолчанию, можно его прописать вот таким образом. Про скобки уже говорил, можно написать в таком стиле. То есть Ruby достаточно гибкий язык, и каким хотите образом, так и пишите. Он был, то есть можно одну задачу разными методами выполнять.
кто как хочет. Вот, а здесь я привожу пример, что мы хотим перевернуть число, но число у нас не является строкой, поэтому нам нужно ее привести к типу string, соответственно, и ошибка у нас будет вот на экране такая. А если используем TS, то, соответственно, у нас все получится. То есть 0.4 в данном случае уже строка. Да, это уже стандартная библиотека. Но это все равно, что как toInt, да, там, допустим, int, там, конверсии, да, и все такие вещи. Там, шар, плюсы и прочее. Но без комментариев, все понятно. Массивы. Работа с массивами тоже очень простая. Можно узнавать максимальное значение, можно присваивать массив какой-то переменной. То есть я не парюсь о том, какой у меня тип массива. Я просто создаю объект, помещаю массив туда, и то есть я его использую. Можно вопрос по массиву? Вот в языке Python есть классные такие вещи, там, индексатор, там можно через двоеточие указывать, сколько элементов поступить с конца, там, сначала не помню, как называется. Тут есть что-то такое? Но здесь есть такое, да. Ну, перейдем к классам. Вот как раз про переменные, да, про инстансы говорим, которые только по классам. Ну, можно увидеть здесь getter, setter, соответственно, использовать как хотите. Можно вопрос? Да, конечно. Есть какой-то другой синтаксис доступа свойств, кроме как через access? Без явного указания access? Есть, но, видимо, я его пока не знаю. То есть я такой обзор не решил подготовить материал. Вот у нас создается объект, и, соответственно, у нас вот инициализация идет через них, через точку. То есть мы привыкли писать как на шахте. Мы пишем new, пробел, соответственно, название класса. А здесь мы пишем через точку, как метод называем просто и все. Таким образом инициализация происходит. Ну и получаем значение переменной. Точнее, значение свойства, которое там кречет, да, объект кречет. Ну, также можно, если вам не нравятся классы, можно использовать и процедурный стиль. Никто не мешает также использовать функции, вызывать их и все так же. Это тот самый инжектор, про который я говорил, да, здесь будет примножение. То есть что у нас является факториалом? Примножение всех чисел, да, до данного значения. То есть фактически результат у нас будет храниться в P, ну и, соответственно, закрываем. Передаем четверку, получаем результат, сколько? 1, 2, 3, 6, 24 минут. Также очень богатые возможности метапрограммирования. Я решил привести только reflection, потому что для меня он был более интересен, скажем. В данном примере мы вызываем метод, которого не существует. И интерпретатор решает перенаправить его вот на метод missing. Сейчас покажу. То есть приложение у нас не упадет. То есть метод missing это какой-то стандартный метод, да? Да, это стандартная конструкция, да, которая отвечает за то, что если у нас нет какого-то метода. То есть, это что называется reflection? Ну, в терминологии Ruby, да. А какие еще есть средства метапрограммирования? Много, очень сильно. Там и метод dispatch, и всякие привязки и прочее. IDE используется у нас Ruby Mine, там Studio и так далее. Ну, кто хочет, может пользоваться блокнотом. Как утверждают разработчики Ruby, больше всего подходит для разработки именно macOS, потому что тулзы заточены под нее, а вот хостить уже на Unix-Linux машинах. Пару слов про Rails. Rails — это кроссплатформенный фреймворк для разработки веб-приложений. Это аналог Django на Python. Он открыт по лицензии MIT. Он построен по принципу MVC. Кстати, стоит сказать то, что в Rails MVC было именно первое использование, в принципе, для разработки приложений. То есть уже потом Microsoft и остальные подключились, чтобы использовать свои приложения MVC. Ну, это означает то, что, во-первых, мы можем использовать этот фреймворк совершенно без лицензионных отчислений, то есть нам не нужны там никакие траты за лицензии там, на инструменты разработки, там, какие-то вещи там, в плане сервера и прочие вещи. Ну, для любителей .NET есть реализация Ruby на .NET. Есть IronRuby.
как это работает? Ну, во-первых, у нас есть DLR, в 4-м фреймворке появился. Мы пишем приложение на Ruby, оно собирается в промежуточный код MCU, выполняется в среде PLR. Ну и все то же самое. То есть, если вы не хотите переходить от вашей Visual Studio или просто использовать Ruby в своих проектах, уже существующих каких-то для расширения функциональности, можно использовать IronRuby. Установка очень простая. Зашли, скачали, пару кликов, и уже у нас Visual Studio есть. Вот типичное приложение, которое можем создать. Это и консоль, соответственно, и какие-то модули RubyGem, и Ruby on Rails вид приложения. Все это будет работать в среде .NET. Вопросы есть? Все-таки не до конца понимаю, Ruby уже у нас не типизированный язык, точнее. Не типизированный. То есть мы можем написать любые методы, а в Visual Studio только, точнее не Visual Studio, в .NET вот такая штука позволена для Visual Basic раньше, сейчас вот в C# динамика объектов, так называемая. Да. То есть вот в Ruby это приблизительно такой же концепция? Ну, в принципе, да. То есть в Ruby он, конечно, раньше появился. Ну и более богатые возможности языка. То есть C# далеко до динамических свойств Ruby, если так сказать. Ну, можно и совмещать, как я уже говорил, если IronRuby можно здесь делать, и Silverlight, и остальные приложения. Так. Сейчас вопросы надо было по IronRuby задать и вообще можно? Вообще можешь задавать вопросы, да, как хочешь. Как дела? Да хорошо, отлично. Про Ruby такие моменты интересуют. Вот, говоришь, C# далеко, а там есть, в C# очень классно, есть механизмы там предикатов, этих лямбда функций. Да, там тоже все основа есть. вот этого функционального программирования появились в C#. Ну, я, видимо, забыл сказать, да, действительно, там все это тоже есть и появилось. Ну, тоже, конечно, инжектор, по-моему, много было прям отображение. А вот инжектор, Ну, в принципе, да. массивно упомянул, а там вот также в списке. Конечно, все это есть. И ассоциативные хэши, и все на свете. Как дела обстоят? Тут в Python мне очень не нравится богатый фреймворки по умолчанию. То есть коробку ставишь, и прям в любой машине можно Да, правильно сказал. Что хочешь. В Ruby есть отличная просто штука, это RVM. RVM это менеджер пакетов Ruby, можно, соответственно, скачивать и подключать какие хочешь. Там буквально сотни, тысячи этих пакетов. RVM под виндой нет. RVM под виндой нету, да, но я опять же, как уже сказал, лучше всего разрабатывать под Unix, там, Linux или же Mac. Ну, RVM нет, там есть Pix, по-моему, как это называется так. Можно использовать Pix, в принципе. В чем условно то, что ее под виндой что там что-то не видим другое, почему немножко? Не портировали просто. Не, портировали, под виндой все запускается, все работает. Это RVM. Ну, то есть Ruby на винде есть, а RVM нет. Да. RVM нету, да. А еще по поводу IronRuby, то есть я правильно понимаю, что мы можем использовать библиотеку .NET? Да. То есть, А я покажу, у меня на примерах это все есть. а можно и написать чисто независимый язык, чисто независимую программу, которую можно потом в последующем откомпилировать и на другом. Точнее, не откомпилировать, а запустить на другом. На Ruby? Да, я понял вопрос. Скажем так, под .NET реализован полностью стандарт от Ruby, который он есть 1.9.3, там 1.8.7. И если писать только на Ruby в среде .NET Visual Studio, то потом можно запустить и на Mac, там, и на Linux, где хочешь. То есть, если ты не использовал никакие .NET-овские либо и какие-то конструкции, там, шаг и все остальное, то есть можно запустить, да. Я продолжу. Вот и ответы на ваши вопросы. Как работает Ruby в C#. То есть в этом простом примере можно увидеть, как выводится строка, но это самый простой пример. У нас создается engine, выбирается источник приложения и передается строка. То есть строка обрабатывается уже, вот третья строчка. Мы можем также считать код Ruby и с файлом, можно его скачать через интернет, как хотите, абсолютно. То есть просто эта строка обрабатывается? Да, то есть подается исходный код на вход, и он уже потом обрабатывается. Механизм интерполяции, передача параметров, переменных туда-обратно. Это я тоже покажу. У меня все это уже есть, это самый простой пример. Вот говорю, что вот есть код на Sharp, можно просто раз легко использовать в Ruby.
при желании. То есть мы взяли, допустим, там create script source from string, и можно указать функцию create вот это вот script source from file. И указываем файлы, и, соответственно, имя файла у нас он смотрит по этому имени и загружает код Ruby. То есть вот строку, ну как сказать, писать так же, как мы пишем на шапке, прямо вот эту вот строку просто вставить туда не прокатит. Обязательно надо ее как параметр передавать вот в эту штуку. Ну, вообще да. Я тебе еще покажу. Я что-то не понял. Это один из способов использования Ruby внутри шар проекта, можно отдельно использовать. Ты можешь как бы загрузить его из файла и уже рантайм там запустить. Сейчас еще покажу. Вот, соответственно, создаем переменную в C-Sharp, передаем ее в IronRuby, в IronRuby обрабатываем и передаем обратно в C-Sharp. Вот как раз ответ на наш вопрос. По порядку. У нас создается engine также. Это уже функция DLR, как раз DLR, .NET 4. Создается scope. И поехали. То есть вот это scope, script engine, это фишка .NET, да, это фишка. Да, скорее, это как расширение. Расширение .NET. Какой-нибудь IronPython также работает, да? Да, похожим образом. То есть мы подключили библиотеки и, соответственно, можно вот так использовать. То есть это вот чисто инициализация первой строчки. Дальше мы создаем переменную MyStr. И в 4 строке мы передаем переменную в код Ruby. Вот эта вот переменная str, она уже в Ruby фактически является. То есть мы в Ruby передаем ее. А берем значение вот отсюда. Также ты можешь передавать любые объекты и все что угодно. Потом выполняем код Ruby в 5 строке. Там какие-то вот такие вычисления простые делаем, чисто для демонстрации. И потом нам нужно эту переменную обратно забрать. Забираем ее вот здесь. То есть фактически у нас есть set variable и get variable. Ну и вот, просто потом выводим на экране и смотрим. То есть если у тебя есть какая-то там библиотека, какой-то код на Ruby, который там прям очень здоровый, классный, который там считает, что это очень круто. Или там, не знаю, на аутсорсинг отдали, разработчики написали, потому что на Ruby или просто библиотеку хорошую нашел, ты ее цепляешь, соответственно, передаешь параметр, получаешь результат. Нашел хорошо, библиотеку на Ruby. А? Случайно нашел хорошо библиотеку. Да, нашел и все там. На Ruby очень много, кстати, классных вещей есть. Стоит сказать, Twitter был написан изначально на Ruby. А сейчас ничего. А сейчас на Java. Они его переписали в сторону большей масштабированности. Ну ладно, поехали дальше. Вот, используем DLL. Как я уже говорил, можно использовать эти библиотеки. Сейчас. Отключите там телефон. Можно использовать библиотеки не только шерповские, сразу скажу, а также и Привет, я перезвоню тебе. Через iPhone. Нет, не понравится, не может. Ладно, хорошо. Я просто очень рад. Прошу прощения. Надо было телефон отключить. Я думаю, что кто-то позвонит. Так, используем DLL. Так, придем. Мы создаем простую библиотеку с простым классом. Можно вопрос? Что имеется в DLL? В DLL? Ну, в данном случае это C# класс library. То есть библиотека Вот класса. это .NET, да, DLL? Да. Ты можешь также и C-шно тут написать, скомпилить. То есть даже сейчас ты будешь использовать DLL откуда? Из Ruby. Из IronRuby. Написано на .NET. Да. То есть это библиотека шарповская, нативная, как она есть. Я взял такие имена, чтобы было понятно, что к чему и как это все подключается. Да? Сейчас. Ну вот и все. А теперь мы просто запрашиваем нашу библиотеку и используем нашу функцию. В данном случае, опять же скажу, вот это у нас является namespace, да? Класс у нас вот здесь. И работаем мы вот таким образом. То есть это у нас namespace, это название класса. И функция называется вот таким. PowerShell. А? Как PowerShell. Ну вообще да. То есть, а потом это вот код будет выполняться в том виде, в котором ты раньше показал.
Да. Тут найти. Да. То есть это будет чисто некая строка, которую надо будет выполнить при помощи движения. Да. Не, ну вот то, что вот будет напечатано, да, там на экране, это уже будет работать. То есть у нас вот мы, например, не знаем, что у нас здесь. Может, у нас какие-то сложные вычисления есть. Может, на начатку классную либо написали, который там считает финансы, еще что-нибудь. А потом просто в Ruby хотим это использовать. Мы подключаем, соответственно, создаем вот так же и работаем как с объектами. То есть у нас могут быть массивы, у нас могут быть каких хочешь объектов, просто сериализуем и все. Так, идем дальше. Кто использует Ruby? Ну и действительно, да, конечно. Для себя. Да, я слышу. Вопросы? Вопросы у вас есть какие-то, нет? Кто использует Ruby? Да, кто использует Ruby? Они используют. Да. Ну, я думаю, внушительно такой много компаний, которые поняли всю красоту этого языка и стали вот свои проекты использовать. Google же Python использует. И Ruby тоже Мы его здесь используем. есть. Вообще, в целом или конкретно Ну, в конкретных проектах. У них же Ruby, по-моему. А? Ну, в Apple Engine у них же Ruby, по-моему. Ну, по-моему, да, как раз. Там раньше два языка было. Ну, это New York Times там Ну, надо. просто это Java. Скрипт написан на Ruby. Ну, все про скрипт тоже знают. Ну, тут такой хороший наш. Что такое скрипт? Это хостинг для документов. В смысле? Ну, может закачивать там любые вордовские файлы, там, PDF, короче. Ну, типа, да. Ну, скорее нет. Скорее как слайдер-шер, только для доковских. Вот так. Для энтузиастов у нас есть, как это называют, для извращенцев есть MacRuby. То есть можете писать чисто для Mac с привязкой к библиотекам Macintosh. Вот. У нас есть JRuby, как раз вот твой вопрос, Артем. То есть мы можем на выходе получить JavaScript код, который будет запускаться на JVM, да? Можем на Java сконкретить и все. Я занимался разработкой для гетерогенных систем, программ, которые работают и на видеокартах, и на процессорах одновременно. Мне была интересна эта тема, я посмотрел, есть также библиотека Ruby OpenCA. То есть мы можем использовать и видеокарту, и процессор для обработки каких-то сложных данных, там, финансов, например, и математических вычислений. Также у нас есть такая штука, как RODES. Ну вот сейчас Тёма мне скажет пару хороших слов по этому поводу. Я ничего не знаю. Но он у нас сторонник нативной разработки, а фактически это является биндингом. То есть на выходе у нас будет iPhone или iPad приложение, которое можно будет в App Store продавать и делать все что угодно. Ну, есть у нас игровые движки, их, правда, не так много под Ruby. Это связано, во-первых, в связи с производительностью, потому что Ruby используется в основном для бизнес-среды и для веб-приложений, а не для игр. Ну, для энтузиастов тоже есть возможность. Преимущество Ruby. Я не стал рыть весь интернет и смотреть преимущества. Точнее, я это делал, но всегда вот именно два решил поместить. Я позвонил своей знакомой в Ярославле и сказал: Жень, говорю, а почему ты Ruby используешь? А она ответила: слушай, ну программистов нужно в 2 раза меньше. Я говорю: в 2 раза меньше кого? Ну, для тех же, говорит, ASP.NET-чиков, тех же PHP и кого угодно, говорит. Мы делаем стартапы, у нас все отлично. А какие стартапы? Там идет туристический, индивидуальный туризм. То есть, если вкратце рассказывается, ты приезжаешь в какой-нибудь город, и веб-сервис подсказывает тебе, по каким местам лучше пройтись, сколько это времени займет и какие места забронировать. Ну и также посмотрел, нашел ответы на Google. Про эти вещи я уже говорил неоднократно. Ну и вопрос риторический, можно сказать. Зачем мне еще один язык программирования? Вот для меня лично он чем хорош? Тем, то, что можно запустить где хочешь, то есть это и Windows, и Linux, и Mac. Тем, то, что он бесплатен. Для своих целей там
написать какой-нибудь парсер или какую-нибудь утилиту, которая мне дома нужна. Я не хочу покупать Visual Studio за 10 тысяч, например. Я могу взять Ruby и очень быстро это написать. Удобный синтаксис, я уже говорил про него, быстрая разработка, то же самое, что в Python. Хостинг дешевле, чем на .NET. И сравнивал цены на VDS, там можно Ruby захостить от 300 рублей, а ASP.NET, вот эти хорошие проекты, уже 500-600, то есть это фактически является преимуществом. Ну и автоматизацию активных действий, то есть это преимущество таких вот языков. Там же нужен какой-то сервер хитрый, по-моему, чтобы выхостить, да? Веб-рик можно. Там на Apache, что надо на Apache сервер. Ну, Apache, да, расширяется. Вот мы поднимали подруби этот Redmine, по-моему, подруби. Да. Что-то там не так все как-то просто было. На Linux недавно занимались этим. Ну, кто к чему привык, кто-то к MSD привык, кто-то привык к другим документам. Вот мне на Python очень нравится, кстати, документация. Посмотрел на Ruby тоже хорошо документированный язык. Их вообще сравнивают, и Ruby, и Python. И здесь, наверное, уже просто выбор каждого, что использовать. Кому-то нравится больше Ruby, кому-то Python, у каждого есть свои преимущества и недостатки. На Хабре там такое мнение бытует, что, грубо говоря, найти человека на C не так сложно, да, на Python надо постараться, а на Ruby невозможно. Ну, это не так, на самом деле. Так. На том же сайте Hunting.ru очень много Ruby разработчиков можно посмотреть. при желании. В GitHub разработок на Ruby дольше, чем на Python. То есть это, опять же, тема холивара, поэтому... Ну да, там они любят понимать. Да, поэтому, в принципе, для меня эти два языка как бы равнозначны. Тут вопрос выбора, ну, уже кому что больше нравится. Это раз. И во-вторых, ну, мне нравится здесь действительно красота строк, синтаксис. То есть мне синтаксис Ruby больше понравится. Я в свое время намучился с отступами в Python, и мне этого хватило, думаю, хватит. Поэтому вот пришел на Ruby. Python как-то проще, мне кажется, и понятнее. Для новичков это Cryspine, учить программировать. Для самых новичков IronRuby, Unleashed, это все по IronRuby. Ну, а также примеры, книги и все остальное. Документации вполне достаточно. И стоит сказать напоследок, что Ruby сейчас становится все более и более популярным языком. И разработчиков мало, а вот проектов на Ruby планируется очень много. То есть дефицит разработки. За счет этого зарплата в среднем по рынку выше, чем на том же самом Python или на C, например. То есть я посмотрел Headhunter вот пару дней назад и действительно убедился в этом. Средняя заработная плата разработчика Ruby в Москве, скажем, 90 тысяч. Ну, что тоже является преимуществом на текущий рынок. На этом все, мои контакты. Если есть какие-то вопросы, задавайте, отвечу. Я все-таки не слышал, а какие виды приложений разрабатываются на Ruby? А, еще раз? Какие виды приложений разрабатываются на Ruby? Чисто веб-ориентированные приложения? Ну, скажем, это парсеры, соответственно, да, то есть можно парсер написать, можно для автоматизации каких-то рутинных действий, можно использовать его в замену башу, то есть bash shell, да, используем под Linux. То есть для административной функции. И, как я уже говорил, есть у нас замечательный фреймворк Rails, Ruby on Rails, который используется как раз для веб-приложений. Вот, кстати, вопрос. А как на нем осуществляется работа с базой данных? Работа с баз данных Какие осуществляется... типы баз данных поддерживают? Привязка есть ко всем базам, ну, таким известным базам данных, то есть и Oracle, и MySQL, и NoSQL, такие как Mongo, Redis. Просто Да. что, да. Есть, да, я насветил этот вопрос здесь. Используется механизм Active Record. То есть работа чем-то похожа на Entity Framework. Можно таким образом. Ну а там как, то есть для работы баз данных там модель описывается? Да, все верно. То Класс? есть, да, все это, соответственно, через классы делается. То есть подключается библиотека, привязка, и можно использовать эти классы и, соответственно, уже связываться. Также открывается соединение, посылаются запросы. А какая-либо автоматизация вот на Rails есть там по работе с базой данных? Или там все ручка? В плане. Ну, я имею в виду, что По генерации модели, там, по Да. существующей БД. Я не отвечу на этот вопрос, потому что я думаю, что есть. А Java там, по-моему, можно... Он сам интерфейс не генерирует, да? Да. И что там, схемы все? Да, кстати, стоит сказать то, что Rails Framework, он при первом создании он генерирует абсолютно все классы для приложения. Базовые, да? Да, базовые классы, и они являются фактически как бы REST совместимыми, то есть там именно по REST все делается.
там 7 базовых функций, соответственно, для контроллера, и 7 этих базовых экшен. А русскоязычное сообщество есть? Конечно, не знаю. Да, конечно. Ты когда изучал, сталкивался с языком Ruby, там, я просто интересно про это узнать, но если ты как бы знаешь, расскажи. Его упоминал Фаулер, да, Мартин Фаулер, его упоминал как язык программирования, на котором очень круто создавать языки, специфичные для платформы. Domain Specified Languages. Он сказал, что вот Ruby для нас вообще супер для этого. Да. Ну, как бы, ты вот можешь про вот это средство сказать, просто интересно, как там. Он говорил о том, что язык можно изменить под себя. Да, так и есть. Ruby on Rails построен в таком... Ты можешь изменить абсолютно любые операторы, абсолютно любые функции, ты можешь переопределять и расширять их как хочешь. То есть я да. могу сделать синтаксис, какой мне нужен? Да, совершенно. И для этого есть большой Да. Ну там скорее имеется в виду то, что можно скобки прятать, можно типа за сколько можно без скобок, там пробел, без пробела, в одну точку. Ты можешь переопределять стандартные методы ввода и вывода, ты можешь переопределять абсолютно все, что хочешь. То есть также арифметические операции, сложение, вычитание, умножение, ты можешь просто заменить на свою реализацию. Можно поподробнее про Rails? Я до конца не понял, что это такое история. То есть ты сказал, что это и библиотека, просто платформенная библиотека, но я не очень понял, что она позволяет. Скажем, аналогом Rails является ASP.NET MVC фреймворк. Можно делать абсолютно любые веб-сервисы и приложения. То есть это библиотека для создания веб-приложений? Ну да, согласен. Чистый. Ну, скорее, как такой крупный компонент, да. Целый фреймворк. А много расширений там? Да. То есть там и ширирование бывает. И если не ошибаюсь, Да. больше 900, если честно. Сколько? Больше 900. Я говорю, основным преимуществом, вот чем является, то есть для нас, людей, которые привыкли программировать там, на C, на плюсах, на Sharp, да, то есть синтаксис может показаться немного странным, немного непонятным, но для тех, кто программировал на питоне, это как-то поближе будет. И Python очень похож на C, и только, знаешь, попроще. Ruby он был основан как на первом. Не знаю, Ну, здесь похож. тоже. То есть идеология там была взята от питона и от первого. А в питоне, я слышал, очень часто используется self, да, то есть там указатель на текущий объект. В Ruby этого нет. За счет этого кода меньше. Потом Ruby тоже чем хорош. Ну, это просто говоря, опять тема холивар, да. Ну, а ты вот упомянул, что Twitter был на Rails, и потом они прям масштабируют его на Да. То есть с чем это связано? С производительностью. Как бы есть какие-то сложности? Но Twitter достаточно высоконагруженный проект. Да. Да, а вот какие еще есть проекты высоконагруженные на Rails? Система управления проектами там есть. Вообще много. Redmine тот же самый. Redmine самый известный. Смотря сколько планируется посетителей, не знаю, все-таки. Если у вас больше миллиона посетителей в месяц, то, может быть, есть смысл там действительно на Java писать, потому что Java для Enterprise больше подходит. Но там и требования уже другие. Но если нужно какой-то стартап поднять, то я считаю, что Rails это лучшее средство, то, что есть. Ну и опять же не забывайте про отчисления лицензионные, то, что за продукты Microsoft нужно платить, за Rails не нужно. И не с моих слов, программистов для Rails нужно в 2 раза меньше. С чем это связано? С простотой разработки. США тоже просто разрабатывать. На C++ сложно. Ну да. Ну, опять же говорю, вот у нас есть компания, которая использует Ruby. В основном вот для автоматизации. Я почитал о них о всех. Что NASA, что AT&T, Intel и Oracle, они в основном внутри компании используют. На этом все. Если есть какие-то вопросы, сейчас давайте.
используешь Ruby писать? Еще раз? Автоматизацию? Ну, Ruby используешь для автоматизации? Да, я сейчас начал использовать. Я язык знаю всего 2 недели. Что автоматизировано? Ну, я написал небольшой парсер статей для своего сайта. То есть я скачиваю статью, прогоняю через анимайзер и выкладываю к себе на сайт. Ну да. Это позволяет мне оплачивать интернет. То есть парсер в лет пишется. Ну, еще вопрос. Спасибо тогда.